Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре синтезатор Korg Microkorg S. Microkorg S — это переиздание легендарного микрокорга, который был издан впервые где-то, наверное, около 15 лет назад. И интересный факт, тот старый легендарный микрокорг считается одним из самых успешно продаваемых синтезаторов в мире вообще за всю историю синтезаторов. Так вот, что они здесь сделали? Они добавили несколько банков, добавили достаточно большое количество новых пресетов, и самое главное, по просьбе фанатов старого микрокорга, они добавили пустой банк, потому что в старом была такая проблема: чтобы сохранять новые звуки, которые люди сами себе наруливали, нужно было стирать их и сохранять поверх уже существующих звуков, которые тоже были очень классные, и просто было жалко их терять. Поэтому здесь есть пустой банк как раз для юзерских звуков. В этом синтезаторе у нас целых 7 банков звуков, и 8-й является банком вокодера. Переключаются они при помощи вот этой вот крутилочки. И, как я уже сказал, этот синтезатор в основном сориентирован на современную электронную музыку. Здесь банки, собственно, названы прямо по жанрам. Это транс, электроника, техно-хаус, хип-хоп и так далее. В каждом банке у нас есть варианты как бы подбанков А, Б и С и Д, переключаемые вот этой вот кнопочкой. И в каждом этом подбанке у нас по 8 звуков. Считайте сами, сколько всего здесь у нас звуков. Послушать все мы вряд ли сегодня сможем, поскольку это займет огромное количество времени, но некоторые давайте послушаем. Вот начнем с трансовых звуков. Давайте послушаем что-нибудь из категории техно-хаус. При помощи вот этой кнопки мы включаем ритмическую составляющую, либо выключаем. То есть здесь есть встроенный арпеджиатор-секвенсор. Вот давайте его выключим, послушаем, как этот звук будет звучать без арпеджиатора. Сейчас у меня включен банк под названием «Электроника». И вот так вот звучит один из звуков. И давайте теперь посмотрим внимательно, что делают вот эти вот 5 крутилочек. Их называют performance knob, то есть крутилки, которые отвечают за различные параметры, которые применяются во время живого исполнения. Первая отвечает за частоту среза фильтра, катов, вторая за резонанс, третья атака, четвертая релиз и пятая за темп. Давайте послушаем, как это влияет на звук. Сейчас мы находимся в банке, который называется хип-хоп. Выбран у меня банк Б. Вот этой кнопкой переключаем между этими звуками. Вот этими двумя кнопками можно переключать октавы. Сейчас вот такой жирный, кайфовый басовый звук.
очень широкий диапазон. И давайте сейчас включим арпеджиатор. Что касается возможности редактирования самих звуков, то здесь достаточно мощный и глубокий редактор, хотя управление им, на мой взгляд, не очень удобное. Как это делается? При помощи вот этих двух ручек мы выбираем тот параметр, который мы хотим отредактировать. Причем, если мы, например, вот покрутили верхнюю ручку, выбрали, например, параметры осциллятора номер 1, вот мы видим, горит лампочка рядом с цифрой 1, и теперь мы ищем вот здесь вот осциллятор 1. И вот на этой строке у нас написаны все параметры, которыми мы можем управлять. Теперь эта ручка отвечает за тип волны. Вот у нас сейчас пилообразная волна, квадратная, треугольник. Дальше в следующем столбце написано Ctrl-1 и Ctrl-2. То есть вот эти две ручки за какие-то непонятные параметры отвечают. Давайте покрутим и посмотрим, что же они делают. Ну, очевидно, вот эта ручка расстраивает на какое-то количество полутонов вверх или вниз. Вот на 2 октавы выше мы настроили. Вот эта вот ручка дальнейшую ведет настройку, то есть осцилляторы можно расстроить на любой интервал относительно друг друга. Здесь у нас 2 осциллятора. Здесь какие-то еще такие варианты волн, наверное, что-то типа wavefolding алгоритма. Ну, в общем, как вы видите, очень гибкие настройки, и параметров здесь очень много. Есть и pitch, и осциллятор 1, осциллятор 2, параметры миксера, параметры фильтра, параметры огибающий фильтр, амплитудно огибающий и так далее. Целый огромный список. И здесь на второй ручке у нас в основном параметры различной модуляции. То есть здесь есть LFO, есть параметры арпеджиатора, эквалайзер и также пару эффектов, дилей. Давайте вот попробуем, например, дилей добавить. Выбираем дилей. Теперь видите, здесь уже лампочка мигает рядом с цифрой 2. Ищем дилей в списке. Значит, теперь первая ручка отвечает за тип. Вторая ручка у нас отвечает за синхронизацию темпа с внутренним метрономом. Можно включить, можно выключить. Третья ручка за скорость. Ну, то есть можно очень гибко настроить практически любой параметр вашего звука, хотя, по моему мнению, это достаточно неудобно. Одной из основных фишек микрокорга является встроенный вокодер. В комплекте идет вот такой вот микрофончик, который подключается сюда в гнездо на задней панели. Тут же сзади у нас есть регулировка чувствительности входа микрофона. Конечно же, можно использовать не только этот микрофон, но и любой другой сторонний микрофон. Здесь есть еще одно гнездо для этого. Включается функция вокодера при помощи вот этой вот крутилочки. Ставим ее в положение вокодер. И здесь у нас 8 различных вариантов звучания вокодера. И форманты можно переключать при помощи вот этой кнопки, которая так и называется формант Hold. И давайте теперь послушаем. Hey,
Ну и давайте разберемся с возможностями подключения этого синтезатора. Стереовыход, выход на наушники, два микрофонных входа для вокодера, один на большом гитарном джеке и один на маленьком джеке. Регулировка входной чувствительности микрофона, переключение между микрофонным входом и линейным входом, то есть этот вход может работать так же, как и линейный вход. Дальше еще один линейный вход для подключения внешнего аудиоисточника и громкость этого входа. И 3 MIDI джека, MIDI in, MIDI out и MIDI through для синхронизации этого синтезатора с другими устройствами, подключения MIDI клавиатуры внешней и для подключения синта к компьютеру и синхронизации его с Digital Audio Workstation. И отдельно хотелось бы отметить прикольную фичу. Здесь есть встроенный динамик, причем весьма мощный. И при помощи этого динамика вы можете взять этот синтезатор в парк, он, кстати, работает от батареек, и посидеть, поиграть, позаниматься, что-нибудь сочинить, придумать какие-нибудь новые звуки. По-моему, кайфовый инструмент. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видосах. До скорых встреч, увидимся. По-моему, кайфовый инструмент. Да? Да. По-моему, кайфовый инструмент. Угу. Так, все? Да, подписывайтесь. Понравился? А вывод? Ну, Какой вывод? Только что же сделал, нет? Кайфовый инструмент. По-моему, кайфовый инструмент.